Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: Аллах Всевышний сказал: О сын Адама». Хадис под номером 36. Тот, кто избавит верующего от одной из печалей. Передается слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: того, кто избавит верующего от одной из печалей мира этого, Аллах избавит от одной из печалей дня воскресения. Тому, кто облегчит положение несостоятельного должника, Аллах облегчит его собственное положение и в мире этом, и в мире ином. А того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет и в мире этом, и в мире ином. И Аллах будет оказывать помощь своему рабу, пока сам раб оказывает ее брату своему, вступившему на какой-нибудь путь в поисках знания Аллаха, за это облегчит путь в рай. А когда люди собираются в одном из домов Аллаха, где они совместно читают и изучают книгу Аллаха, обязательно нисходит на них спокойствие и покрывает их милость, и окружают их ангелы, и поминает их Аллах среди тех, кто находится перед ним. Тому же, кого станут задерживать дела его, происхождение его не поможет двигаться быстрее. Хадис под номером 37. Поистине, Аллах записал добрые и дурные дела. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сообщил, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, передавший слова своего Всеблагого и Всевышнего Господа, сказал: «Поистине, Аллах записал добрые и дурные дела», после чего разъяснил это. Затем, кто решит совершить доброе дело, но не совершит его, Аллах запишет у себя совершение целого доброго дела. Если человек решит совершить доброе дело и совершит его, Аллах запишет за ним у себя совершение от 10 до 700 и многим более таких добрых дел. Затем, кто решит совершить дурное дело, но не совершит его, Аллах запишет у себя совершение целого доброго дела. А если он решит совершить дурное дело и совершит его, Аллах запишет за ним одно дурное дело. Хадис под номером 38. «Я объявлю войну враждующему с тем, кто близок ко мне». Передается со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Всевышний Аллах сказал: я объявлю войну враждующему с тем, кто близок ко мне. Любимейшим из всего, что бы ни делал раб мой в стремлении приблизиться ко мне, является для меня то, что я вменил ему в обязанность, и будет раб мой стараться приблизиться ко мне, делая больше положенного, навафиль, пока я не полюблю его. Когда же я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить. И если он попросит меня о чем-нибудь, я обязательно дарую ему это, а если обратиться ко мне за защитой, я обязательно защищу его». Кроме того, в другой версии этого хадиса Аль-Бухари приводит также и следующие слова Всевышнего: «И ничто из совершаемого мною не заставляет меня колебаться в такой мере, как необходимость забирать душу верующего, не желающего смерти, ибо я не желаю причинения ему зла». Хадис под номером 39. «Аллах простит членам моей общины ради меня то, что они сделают по ошибке и забывчивости». Передают со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Аллах простит членам моей общины ради меня то,
что они сделают по ошибке и забывчивости, а также то, к чему их будут принуждать. Хадис под номером 40. Будь в этом мире таким, будто ты чужеземец или путник. Сообщается, что Абдуллах ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, взял меня за плечи и сказал: будь в этом мире таким, будто ты чужеземец или путник». Передатчик этого хадиса сказал, что Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, часто говорил: если доживешь до вечера, то не жди, что доживешь и до утра. А если доживешь до утра, то не жди, что доживешь и до вечера. И бери у твоего здоровья то, что пригодится для твоей болезни, а у твоей жизни то, что пригодится для твоей смерти. Хадис под номером 41. Не уверует никто из вас до тех пор, пока страсть его не последует за тем, с чем я пришел. Передается слов Абу Мухаммада Абдулла ибн Амра ибн Аль-Аса, да будет доволен Аллах имя обоими, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: не уверует никто из вас до тех пор, пока страсть его не последует за тем, с чем я пришел. И смысл этого хадиса выражается в Коране. Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока они не изберут себя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью. Коран, сура Ан-Ниса, аят 65. Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и его посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и его посланника, тот впал в очевидное заблуждение. Коран. Сура Аль-Ахзаб. Аят 36. Аллах же знает об этом лучше всех. Хадис под номером 42. О сын Адама! Поистине, до тех пор, пока ты не перестанешь взывать ко мне и надеяться на меня. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: Аллах Всевышний сказал: «О сын Адама! Поистине, до тех пор, пока ты не перестанешь взывать ко мне и надеяться на меня, я буду прощать тебе, не обращая внимания на то, какие грехи ты совершил. О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что, достигнув они туч небесных, а потом попросишь у меня прощения, то я прощу тебя. О сын Адама! Поистине, если придешь ты ко мне с таким количеством прегрешений, что заполнят они собой чуть ли не всю землю, но встретишь меня, не поклоняясь наряду со мной ничему иному, я обязательно дарую тебе прощение, которое покроет собой все эти грехи.